впрямую означает, что Иран повел себя прямо противоположным образом. Он все понял. Значит, нас будут бомбить, надо срочно делать то, что мы делали, пока, так сказать, не поздно. Кричал там Нетаньяху, останови летчиков, там так далее. В общем, командовал, в общем, так сказать, военными действиями. Это прям как Жириновский, который к Бушу обращался. Ты понимаешь, что это все сопряжено с израильской атакой. И у тебя может быть просто шок. Ты-то думал, что ты революционер, а оказывается, ты шпион. Доброе утро всем. Это канал Ширяев и Ширяев. Здесь это я, журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте, я тоже рад вас всех видеть сегодня. Закончилась 12-дневная война. Вероятно, вот под таким названием она войдет в историю. И жизнь, которая сделала крутой поворот, возвращается в свое прежнее русло. На первое место снова для нас выходит российско-украинский конфликт. Ну, а 12-дневной войне мы посвятим сравнительно небольшую часть сегодняшнего разговора. Ну да. На этой неделе, по данным Минобороны, российские войска заняли населенные пункты Петровка и Московка в Харьковской области, а также населенные пункты Ялта, Делеевка, Перебудово и Запорожье в Донецкой области. Такие населенные пункты, сбивающие с толку. Да. Вообще название просто потрясающее иногда, так сказать, вот. Чувствуешь связь живую с землей, когда ты читаешь их. Но, если говорить о положении на фронте, то я отдал себе труд обобщить ситуацию за месяц, даже за полтора месяца, май, первая половина июня. Не все туда данные включены вот в такое представление, потому что, конечно, статистика вся требует некоторого времени, чтобы отстоялась она ее перепроверить. Но, тем не менее, выглядит это так. Если начать вот с Сумской области, мы в прошлый раз говорили, что очень важно, возьмут ли российские войска Юнуковку. Это прямо по дороге из Суджи в Сумы. И это не произошло. Российская армия не взяла Юнуковку, и это первое свидетельство о том, что все, продвижение остановлено, фронт почти стабилизировался, хотя подвижки тактически есть в обе стороны, и действия украинской армии, ВСУ, оно характеризуется постоянными попытками контратаковать. Сначала в районе Теткина, потом на левом фланге от украинской группировки в последнее время. Так что российская армия даже регулярно вынуждена переходить в оборону и отбиваться, купировать эти контратаки. Даже есть и населенные пункты, которые переходят из рук в руки регулярно. В общем, это все связано с тем, что украинское командование придало, может быть, подаче политиков первостепенное значение событиям в Сумской области и перебросило сюда очень серьезный резерв. Все это закончилось именно из-за этого. За май и первую половину июня увеличилось количество использованных средств высокоточных дальнего огневого поражения России где-то на 10%. Это можно связать и с увеличением производства ВПК, или с использованием накопленных ранее запасов. Обе армии на всех участках совокупно приблизительно на 30% увеличили использование артиллерии одновременно. Количество ударов этими самолетами на автопилоте, как их называют, дронами дальнего действия украинскими, в глубине российской территории в мае выросло аж на 40%. То есть, видимо, долго копили запасы и прямо предприняли массированную такую воздушную операцию. В июне она практически сошла на нет. В мае был такой всплеск серьезный. Это те самолеты, которые там обычно мы называем UJ-22, Бобер и так далее. Второе для ВСУ по значимости направление было это организация обороны на Покровском направлении, где они препятствуют прорывам российской армии в Днепропетровскую область. Для российской армии на первом месте по-прежнему остается наступление в районе
между Торецком и Мирноградом, где развивается наступление, которое российское командование организовало еще в мае с целью разгрома Константиновской группировки украинской и овладения Константиновкой. То есть я делаю прогноз, что в июле-августе главное событие будет для российской армии, значит, попытка окружения Константиновки и овладения ей. Кроме того, конечно же, развивается наступление и от Богатыря в Новопавловку, но и эти там все... такое маленькое расстояние, ведь все вот это вот... Да. И все это, в общем, по большому счету, должно завершиться, где-то вот к сентябрю месяцу. Достижение этих рубежей промежуточных. Конечно же, как я и говорил, сами темпы продвижения достаточно низкие, и мы просто фактически подтверждаем, да, развитие наступления на тех направлениях, которые ранее были избраны. Ну и, конечно, следует ожидать продолжения мощных сосредоточенных ударов российскими средствами дальнего поражения в глубине украинской территории, так скажем. А это о чем идет речь в глубине? Вот бомбардировка ВПК, бомбардировка заводов, военных производств, складских помещений, казарм и так далее. Там, если есть информация о разведке о сосредоточении где-то узлов связи или передислокации командования, в эти места тоже наносятся удары. Но могу перечислить сильные стороны ВСУ, которые оно демонстрирует за эти 1,5 месяца. Это абсолютно точно. Насыщенность беспилотными летательными аппаратами по фронту. Это, конечно, очень устойчивое управление войсками и связью, оружием. И это, конечно, способность к быстрому и такому часто неожиданному маневру вдоль фронта силами и средствами. Есть, конечно, связанные с этим же самым и слабые стороны ВСУ. Они связаны в первую очередь с недостатком войск, с недостатком личного состава, из-за чего они постоянно вынуждены маневрировать вдоль фронта. Это связано с очень серьезным некомплектом техники и вооружения в соединениях, тяжелой техники я имею в виду, да, проблемами с мобилизацией и большим социальным напряжением в обществе. Это все в стратегический расчет тоже закладывается. В общем, переходим мы к этой 12-дневной войне. Буквально на следующий день после того, как Трамп сказал, что он дает Ирану 2 недели, и вроде как это казалось забавным, потому что обычно так всегда Трамп делает, говорит 2 недели, но в данном случае взял и действительно на следующий день решил примазаться к израильскому успеху и вот отправить свои эти бомбардировщики. Дальнего действия. Сейчас нам, наверное, надо уже говорить о результатах этой операции воздушной, потому что никакая это была, конечно, не война. Была воздушная операция, поддержанная диверсионными действиями внизу на земле. Ну и результат, в общем, я считаю, что он совершенно не достигнут, это мое личное мнение, потому что у нас есть утечка доклада разведки США в прессу, о которой написал в «Нью-Йорк Таймс» и CNN. У нас есть последующие действия Хексета, министра обороны, который обвинил, так сказать, своих подчиненных в этой утечке и сейчас затеял расследование. Есть еще и мнение, которое мы узнали от Талси Геббард, о том, что вот, американская разведка считает, что Иран не был на пороге создания ядерного оружия, и о том, что не достигнуты цели именно в бомбардировках. Ну, проще говоря, все, что наверху снесли, все, что внизу, под большим вопросом. Особенно это касается, конечно, той самой горы возле селения Фордо, где находится самый заглубленный объект, о котором мы говорили.
Еще есть заявление ЦРУ о том, что разрушения были катастрофическими, и это все... Надо в последовательности это рассказать. Сначала мы узнали об утечке, сначала мы узнали о том, что, по мнению американской разведки, цели не достигнуты, о том, что, оказывается, большая часть центрифуг, скорее всего, сохранена, а центрифуги – это самое ценное оборудование, да, о том, что все делящееся вещество, то есть уран, на грани оружейной концентрации уже вывезен, о том, что совершенно не доказано разрушение, обрушение внутренних галерей, горе Фордо, да, и только потом Трамп возмутился, вспылил, обозвал журналистов последними словами, сказал, что, значит, это неуважение к нашим вооруженным силам, к летчикам. Нет, это вообще обвинение в госизмене. Обвинение в госизмене, да. В действительности военные так действуют всегда по процедуре американской. Они видят, что видят, и пишут о том, что они видят. И вдруг выясняется, что это в корне противоречит взглядам политического руководства. И Трамп заранее объявил, что полный успех, все разрушено, значит, разнесли все, как говорил герой Жванецкого, вдребезги и пополам. А тут вдруг... В госизмене, стоит отметить, обвинили именно прессу, слившую, и людей сливших, а не тех, кто готовил доклад, ясное дело. Но теперь-то все их начальники, тех, кто готовил доклад, пошли на попятные под давлением позиции Трампа, объявили, что нет, мы это не имели в виду, что мы уже точно знаем, что все разбомбили. Это damage control чистой воды. Просто да, они пытаются... Да, пытаются. Но на самом деле, конечно, мы должны исходить из первоначальной информации, а не с той, которая была позиция, которая была изменена под давлением политического руководства. Я хочу тебе сказать, что ложные доклады наверх – это бич российской и украинской армии. Даже есть генералы, и не один генерал, которых снимали за ложные доклады, которые искажают ситуацию. И вот перед тобой вот прямо пример, как армия большая, я имею в виду американская, да, имеет свою традицию стандарта составления отчетности. И когда по этим стандартам составляется доклад, военные не в силах что-то, так сказать, по политическим мотивам приписать. Почему? Они прекрасно понимают, что Трамп на 2 года еще, на 3 года, дальше придет следующий верховный главнокомандующий, и все может быть совершенно по-другому, и спросит, ты как доклад писал? Вот поэтому, извините, господин президент, мы уважаем ваше мнение, но по данным наших источников, обрушение галерей, в которых были установлены эти, так сказать, центрифуги на горе Фордо, не произошло. Все. И уран весь увезли заранее. Да еще не известно, что еще вывезли. Может быть, какое-то еще ценное оборудование. В общем, есть гора, есть 6 дырок в этой горе. Больше мы ничего не знаем. Об этом говорить уверенно, что все разнесли, все уничтожено, нельзя. Поэтому, конечно, да, американская армия работает в условиях сменных правительства. И она работает, вот такие у нее стандарты докладов. В отличие от многих других стран. Так итоги-то каковы? Итоги, я бы сказал, прямо противоположные тем, на которые рассчитывал Трамп, и, может быть, и Нетаньяху. Потому что, смотри, что произошло. Отбомбились, договорились, что все кончили, значит. Причем Трамп руководил последними часами этой операции уже прямо из социальной сети своей, кричал, Нетаньяху, останови летчиков, так далее. В общем, командовал, так сказать, военными действиями. Это прям как Жириновский, который к Бушу обращался: хватит бомбить Багдад, лучше вместе. Да. Вот примерно так. Но я думаю, что социальные сети Трампа, они более внимательно изучаются, чем заявление Жириновского. Это легендарные видео. Не спорю. Вот примерно так, да, Трамп пытался управлять израильскими летчиками, но все закончилось, все. И дальше Трамп, как военно-политический руководитель, вообще-то говоря, объявляет: ну а теперь Иран, которого отбомбили, который, как мы все понял, должен вернуться за стол переговоров, допустить всех, значит, этих инспекторов МАГАТЭ в свои, значит, тайные эти убежища, все показать и сесть за стол переговоров и, значит, договориться так, как нам нужно. И вот
ключевой комитет там, по безопасности Меджлиса вдруг выдвигает законопроект о приостановке деятельности сотрудничества с МАГАТЭ. По этому законопроекту будут отключены все видеокамеры на объектах, они там сейчас стоят. Значит, запрещается впредь инспекции, значит, на объектах, да, и доклады, регулярные отчеты в МАГАТЭ. Их больше не будет. Значит, теперь иранскому парламенту на пленарной сессии надо утвердить этот закон. Вот если они это утвердят, это вот впрямую означает, что Иран повел себя прямо противоположным образом. Он все понял. Значит, нас будут бомбить, надо срочно делать то, что мы делали, пока, так сказать, не поздно. Ну, что теперь надо в таком случае Ирану делать? Как бы зарыться в горы на глубину в 2-3 раза больше, чтобы уж точно никакая бомба, там, так сказать, самая мощная, самая современная, никуда не достала. Восстановить энергоснабжение, восстановить обогатительные мощности. Если надо, обогатительные мощности перенести под землю. И, конечно же, теперь приступить к организации общей системы противовоздушной обороны страны. Потому что первый, так сказать, урок, который должен был быть вынесен и иранцами, это то, что у него практически не было ПВО страны. Да, это была лоскутная такая система, которую быстро снесли, и дальше иранская территория оказалась беззащитной перед ударом израильской авиации. Но эта система, она в большей степени продукт интеллектуального труда, чем, собственно, оружие. Да, оружие ты можешь закупить, но ты должен знать, как расставить где, и потом непрерывно, постоянно обучать экипажи, учить. То есть нельзя вот пребывать в состоянии расхолуженности, курить. Ведь в Мехрабаде, аэропорте рядом с Тегераном, столичный аэропорт, старый радиолокатор, который минимум за 40 минут должен был всех предупредить, что летит армада 200 израильских самолетов. За 40 минут иранские генералы должны были уже все знать и разбегаться, кто куда, в убежище и так далее. Вот. И это свидетельствует о том, что ничего не было сделано всерьез, никакая система оповещения срочных действий не была налажена. Вот это все впереди. Сумеют они это сделать, справятся они с этим. Есть, в конце концов, у них союзник, партнер надежный, Китай, я имею в виду, у которого есть вполне современные зенитные комплексы. Вот все это можно организовать. Можно у России попросить, да, продать им зенитный комплекс. Но у Китая просить, я не знаю, насколько это вообще возможно, потому что тогда Китай подпадет под санкции еще. С чего Китай должен помогать Ирану? Через Пакистан можно, да. Через посредника, конечно. Через посредника. Вот, вполне все это можно было закупить, но и подготовить. Можно и к России обратиться, как говорит, их санкций не боится, она вся в санкциях, как в шелках. Россия это точно никакого оружия не отдаст. Почему? Нет, ты ошибаешься. Какую-то часть могут найти. Нет. Но это недостаточно, чтобы обеспечить всю страну. Да. В общем, надо решать этот вопрос. И самое главное, вкладывать туда ум и профессионализм. Советоваться, завести военных советников, чтобы они, так сказать, там все составляли это, и потом непрерывная учеба. А иначе может произойти, как в Армении, когда Азербайджан напал, выяснилось, что экипажи вообще никогда не стреляли. Даже не знают, как пользоваться оружием. Вот и все. Так что вот это то, что по науке военной Иран должен сейчас срочно начать делать. Если он не подчиняется командам Трампа. А похоже на то, что не подчиняется. И это для меня свидетельство того, что действительно похоже на то, что все вот эти мощности-то ядерные в значительной степени сохранились. Особенно меня вот в моем скепсисе значительную роль сыграл сам Трамп. Не успело ничего произойти, он в ту же секунду все уничтожено, все, война закончена, все. Так говорит человек, который не уверен в себе. Слушай, Трамп, мы все знаем, говорит про все абсолютно так. Он говорит про все события, про все явления в таких же интонациях. Просто другой вопрос, что когда он говорит о каких-то общих вещах, об эфемерных вещах, то тогда, допустим, мы все уже привыкли кивать и говорить «да, Дональд».
А когда речь идет о том, что он объявляет о конкретных результатах, и в данном случае это там ложь или не ложь, но никто не верит. То вот это, конечно, уже совершенно страшно. Но никто не верит. Между прочим, личные качества... Просто о том, что там неуверенность в себе, это довольно сомнительно все-таки. Просто он всегда такой. Хорошо, но вот личные качества военачальника, верховного главнокомандующего, политического лидера, они всегда оцениваются и закладываются в стратегические расчеты. То есть его характер, его, склонность к принятию решений, необдуманных и так далее. Может быть, там будут какие-то переговоры, какие-то заключаться договоры с Трампом. Вот скажи, пожалуйста, ты веришь, что он будет исполнять те договоры, которые он подписал? А с кем? С кем-либо вообще. Что он не передумает через 3 месяца. Вот это вот его качество характера, да. Это качество, которое военные учитывают. Да. Поэтому, когда он объявляет, что всех разбомбили через 2 секунды, еще сам ничего не знает даже. То есть военные как должны, так сказать, оценивать это? Вот. Важный вопрос во всех этих бомбардировках – это какая была первоначальная цель, в первую очередь, Израиля. Естественно, все объясняли это тем, чтобы нельзя допустить развития, ядерной программы создания атомной бомбы Ираном. Потом, когда уже все произведено, был успех, всех там разбомбили, уничтожили, начали обсуждать это в контексте того, что такие вот удары могут помочь свержению режима в Иране в целом. И это стало уже тоже такой, что первоначально, что курица, что яйцо. Нетаньяху, по крайней мере, прямо открыто говорил, что да, свержение режима входит в список целей наших. И вот вчера он об этом повторил. Но просто насколько это в итоге эффективно, и сразу же, хочешь не хочешь, сравнение с российско-украинским конфликтом возникает. Потому что постоянные взаимные обстрелы, бомбежки, их целью является в том числе принуждение к... Ну да. Вообще надо сказать, что вот мы еще в прошлый раз поспорили о том, надо ли или не надо учитывать историю прошлых войн. И существуют американские исследования, военные, американские, и не раз, причем и не один человек, исследуя влияние массовых бомбардировок, массированных, на настроение населения противника, в стране противника, да, и на какие результаты. Там не только бомбардировки Германии в 1944-1945 году имеется в виду, там они рассматривали самым подробным образом бомбардировки и во время войны в Корее, и особенно в Вьетнаме. И, кстати, бомбардировки Ирака. Ирак был вообще лишен электричества почти сразу. И Югославия. То есть сразу много довольно примеров. И вот на них, на всех, и мы сейчас это видим, подтверждение сделан такой вывод, чисто эмпирический, что получается, что чем в стране меньше, хуже развита инфраструктура, чем она беднее, чем меньше вообще объектов для бомбежки, тем вообще более бессмысленные сами бомбардировки. То есть население их даже не замечает. Это в первую очередь к Вьетнамской войне относится. Но Вьетнам, оказывается, сбросили 7 миллионов тонн бомб. И это больше, чем совокупное количество всех бомб, которые сбросили и на Японию, и на Германию за всю Вторую мировую войну. Ничего так себе. На одну маленькую эту страну, Вьетнам. Результат нулевой. Просто нулевой. Никакой. Это никак не повлияло ни на позицию руководства политического, ни на ход военных действий. Все. Вот. Забросали их бомбами. Результата никакого. Количество погибшего мирного населения до 1,5 миллиона. А вот результата нет. Военного, я имею в виду, результата, не политического. Да, уже про Югославию много раз говорили, что это единственный такой вот успех, который был обеспечен
еще внутренним положением, то есть внутренней политикой в Сербии, неустойчивым положением Милошевича. И чем больше в стране, это тоже закономерно, значит, инфраструктуру, чем больше объектов для бомбардировки, электростанции, железной дороги, чем она более развитая, тем больше, как выясняется, нужно высокоточного оружия по нынешним временам. И вот, по данным, значит, совсем недавним, за первую половину июня российская армия атаковала объекты на территории Украины. Это, если беспилотники, 2800 беспилотников и около 3000 корректируемых авиационных бомб, огромных авиационных бомб. Это больше, чем сбрасывали на города Ирана израильские летчики. Понимаешь, вот в чем штука-то. И получается, что ни там, результат, вот такой прямой результат не достигается. Ну, может быть, это постепенное уменьшение военного потенциала Украины, но видимых успехов сиюминутных их ждать не приходится. А расчет-то у Нетаньяху был на быстрый результат. Война действительно задумывалась как быстрая. Вот. Ну, 12-дневная война, так она, мне кажется, и войдет вот в историю с таким названием. Нет, бомбардировки не решают ничего, судя по всему. Мы об этом говорили и в прошлом выпуске, но я так понимаю, что сейчас больше какой-то информации есть касательно того, какая была проведена разведработа израильской агентуры в Иране. Коротко можно описать то, что происходило так, что заранее подготовленные боевые группы уже имели средства связи, ну, они, как правило, были связаны через интернет мобильный, местный, и были подготовлены уже средства нападения, я имею в виду дроны, вот эти беспилотники специальные, были определены все цели, и давным-давно уже израильская разведка знала, где какие самолеты, где какие, значит, склады боеприпасов и так далее, что надо атаковать в первую очередь, а для них в первую очередь это были установки, зенитные установки. Все эти группы имели задания. Потом еще вдобавок к этому туда доброшены были группы спецназа, собственно говоря, Израиля, которые одновременно с ними работали. И все это сработало одновременно, поэтому удары были нанесены по всей стране сразу. Ну, называют это спящими ячейками, как сейчас любят говорить. Но как это достигается, как эти люди соглашаются сотрудничать с Израилем, смертным врагом своей родины, это отдельный разговор. Это целая наука, Израиль достиг в ней вершин. Вот в буквальном смысле. Таким не может похвастаться ЦРУ, например. Так? Он своих соседей, ну, арабов, жителей Ирана, ну, знает как облупленных. Воюют с ними уже десятилетиями. Представь себе, что ты противник режима своей страны. Ну, то есть ты против правительства. Правительство, предположим, там не демократическое какое-то и так далее. Или оно демократическое, но все равно хочешь его сбросить. Но ты именно вот в рамках своих представлений о том, что страна должна жить по-другому, она должна быть лучше, как тебе кажется, и так далее, да? То есть ты борешься на самом деле за будущее своей страны, своей деятельностью, да, оппозиционной. Вот ты пойдешь на то, чтобы сотрудничать с противником, который вообще против твоей страны, для того, чтобы добиться своих целей политических. Ну, вот, например, Ленин говорил, что надо империалистическую войну превратить в гражданскую войну против своего собственного правительства. Большевики, в конце концов, этого добились. Да? Они, значит, фактически работали вместе с немецким генеральным штабом. Вот. Они помогали немцам, вот реально совершенно, если говорить, про события на фронте. Да? И недаром немцы, так сказать, там, в запломбированном вагоне Ленина, значит, сюда прислали. Объективно они помогали противнику Антанты, коалиции, а в то же время они достигали политической цели. Они хотели сделать революцию в России, там, всемирное счастье построить. Вот в Иране, предположим, есть люди, которые, очень много, кстати, сотни тысяч, многие, если не миллионы, активных противников режима Айталы, ну, вообще Исламской Республики, которые хотели бы исправить, все сделать по-другому. И вот израильские спецслужбы к ним обращаются,
А кто вот согласится пойти на сотрудничество с государством, которое является главным врагом твоей страны и воюет с ним уже столько лет? РДК. Ну вот, да. Это маргинальная часть, совсем их там немножко. А так-то, Моссад-то ищет массовую, значит, основу вербовки. Каким образом это можно сделать? Называется вербовка под чужим флагом. Я нахожу человека, который объявляет себя, сторонником вооруженного восстания, свержения Аятоллы и так далее, да, который на самом деле вот мой агент. Но он об этом никому же не рассказывает. И он вокруг себя собирает людей, которые верят, что этот вождь, он ведет нас к победе демократии против, значит, режима Исламской Республики и так далее. В голову не приходит, что это на самом деле человек, которого просто заранее для этой роли подготовили. И так создается несколько групп диверсионно-террористических, которые должны со временем провести какие-то акты против правительства вооруженные. В том числе там и до поджога мечети ведь доходило даже в Иране на самом деле. Участники этих боевых групп предполагают, что они, как революционеры истинные, организуют террористические акты, или вообще какую-то занимаются диверсионной деятельностью, антигосударственной деятельностью, не за Израиль, а за Иран. Можно это поднять на более высокий уровень, если ты создашь организацию уже. То есть не 1, 2, 3, 5 лидеров там внутри каких-то оппозиционных, там, среди студенчества можно найти таких, среди бывших политиков. А если ты, предположим, скажешь, что вот прям целая организация есть, там, Муджахидин Халк, да, снабдишь их деньгами, это я вот так условно говорю, Муджахидин Халк не израильские агенты вовсе, но в принципе, если ты еще создаешь, добавок ко всему, свою собственную израильскую тайную организацию, которая объявляет, что она антишахская иранская, и туда привлекаешь людей, все люди туда идут сотрудничать, как с революционерами. Они не понимают, что за этим стоит Моссад. Это называется вербовка под чужим флагом. И иногда бывает до самого конца жизни человек с кем-то воюет и думает, что он, так сказать, самостоятельный в своем выборе. На самом деле его подправляют те, кто эту организацию установил. Но агентуру надо проверять. Каким образом? Вот, предположим, ты прошерстил всех, кто был повешен, убит режимом, да, умер в тюрьмах. И ищешь их родственников. Находишь среди их родственников молодых людей, молодых ребят. И начинаешь их биографии смотреть, на кого из них можно опереться. Их мотив – месть. Месть за отца, за брата и так далее, которых убил режим Аятоллы. Дальше ты предлагаешь им вот такой вот мотив мести в ходе антиклерикальной деятельности и вообще, так сказать, антигосударственной. Но вдруг наступает момент, когда человек начинает понимать, что он ведь на Израиле работает. Потому что вот в этот момент летят самолеты, и ты должен взорвать зенитные ракетные установки. Или, предположим, там радар какой-то вывести из строя, да? И ты понимаешь, что это все сопряжено с израильской атакой. И у тебя может быть просто шок. Ты-то думал, что ты революционер, а оказывается, ты шпион. Вот здесь очень помогает точное оружие. Если Израиль бомбит не мирное население, а только исключительно ракетные установки, самолеты, там, так далее, вот такие цели. Те, кого он вербовал, понимают, что это все-таки атака-то не на иранский народ и не на мирное население. Это все-таки атака именно на армию и на КСИР, которых они все так ненавидят, оппозиционеры. Им уже как-то легче это пережить. Но агентуру не просто направляет и перепроверяет, хорошо ли она работает. Но это как добивается? Вот ты выполняешь какое-то задание, а за тобой идет второй агент и смотрит, как ты это задание выполняешь, и докладывает. Ты думаешь, что ты сам по себе? Нет, ты под контролем выполняешь задание. И таким образом оперработник понимает, что ты
искренне сотрудничаешь, ты добросовестный, значит, агент. Все. Но когда происходит вот это вот решающий момент, и все понимают, что они работают на Израиль, тут, конечно, они должны быть все повязаны еще и какими-то действиями. То есть они понимают, что, вообще-то говоря, на Израиль они работают, или просто они революционеры, все равно им выход-то один – петля. Они уже столько натворили в ходе своей деятельности, что им все, что остается, это продолжать это сотрудничество. Вот приблизительно так это организовано. И, в общем, по большому счету, не имеет значения, на самом деле, в какой-то стране. Приблизительно так действует и в других странах. И, конечно, украинские спецслужбы приблизительно так же действуют и внутри России, где несколько миллионов украинских граждан сосредоточены сейчас, которые в ходе вот этих военных действий нашли здесь убежище в России. И среди них тоже ищут людей, которые, например, горят желанием отомстить. Вот так это делается. То есть мотив вербовки может быть не обязательно за деньги, но и просто на каких-то простых человеческих чувствах. В конце прошлого года бывший народный депутат Украины Игорь Луценко опубликовал пост и мне его прислал, сказал: обрати внимание, потому что этот человек, который сейчас воюет в ВСУ, он сделал ряд предсказаний о том, что изменится на фронте в 2025 году. Предсказания такие довольно конкретные, в духе Бабы Ванги. Да, да. И одно из них, это что в 2025 году будет введены в эксплуатацию какие-то средства борьбы с дронами, которые будут очень дешевыми. Да, ну это он прям ведь на Новый год это все. Точно, такие новогодние гадания у него были. Вот, этот пункт конкретно можно обсудить вот с какой точки зрения. Все военачальники, все и личный состав, все, конечно же, сидят и ждут, когда же появится способ избавиться от этих дронов противника, соответственно, с обеих сторон, потому что, ну, мы знаем, что от 50 до 80% ранений и гибели, да, они сейчас уже вообще-то от дронов, а не от артиллерии традиционно или мин. И что только не изобретают. В общем, в Кулибинах с обеих сторон линии фронта недостатка нет. Но все-таки слово «дешевый» оно определяет все, потому что сами дроны очень дешевые, и нельзя против них использовать там какие-то ракеты с огромной стоимости. Значит, а вот с этим как раз затыка. И средство номер один, которое живет в каждом русском и украинском человеке, который закончил среднюю школу, это, конечно же, таинственный луч лазера. То есть, прям со времен украинцев, в Советском Союзе, потому что гиперболоид инженера Гарина. Лазеры, мне кажется, во всей фантастике. Ну и в фантастике, конечно, да. Во всем мире. Почему? Ну, потому что, соответственно, на воздействие луча лазера разовый выхлоп такой требуется очень энергии небольшой стоимости. Буквально там несколько фунтов или даже дешевле, если вот как англичане считают. Фунтов? Ну, англичане, они в фунтах считают. Потому что англичане тоже испытывают Dragonfly, лазер, который не только большая установка, они ее на корабле. Значит, пока сейчас для корабля делают. Значит, все эти в разных странах системы, которые разрабатываются, в России, конечно, тоже, они все были в лабораториях до недавнего времени. Потом они вышли на полигоны, о них стали писать, Израиль, конечно же, тоже, о них стали писать. Наконец-то, вроде бы, стали появляться лазеры прямо на поле боя. Проведено было для членов правительства России показательные испытания, по телевизору показывали, лазер мощностью там 30 киловатт. Вообще все это упирается в мощность, на самом деле, лазер. Он должен быть очень мощный, чтобы недолго, очень коротким контактом луча с беспилотником его уничтожить. Да? Нельзя рассчитывать на то, что лазер там будет минуту его резать, да? Что он сразу раз, все.
А этот очень мощный лазер нужен для этого. И вот они показали, значит, там был начальник Росатома Лихачев, Мантуров. Лазер имеет серьезные недостатки. У него падает мощность во время тумана резко. Вот, через облака он просто не действует, да, сырость, влажность, воздух, оказывается, тоже влияет на него, в общем, все. И все-таки все хотят лазера, потому что вот он тюк, и все, и нет этого чертового беспилотника, который столько твоих товарищей погубил. Но появился на фронте, наверное, впервые отряд «Кочевник» в России, который испытывает разные способы борьбы с беспилотниками, FPV-дронами. Одновременно появились весной, если не ошибаюсь, вот отчеты, видео, по крайней мере, как лазер в боевых условиях уже в Израиле применяется и сбивает, значит, беспилотники арабов, которые его пытаются, значит, атаковать. Вот. Конечно, в Израиле все это попроще, потому что сами арабы-то они не противники, и вот эти все бойцы там Хамаса, в Южном Ливане. И поэтому запускают они свои беспилотники и ракеты там издалека, и можно достаточно безопасно разместить лазер. Это очень громоздкая конструкция, в том числе вот, израильский лазер, у него огромный, тоже внушительных размеров таких радиолокатор, который должен сначала обнаружить этот объект. Из-за своих размеров он такой маломобильный, что если ты его на линию фронта подтащил, вот не как в Израиле там, в тылу поставил, он работает. А вот здесь, вот на российско-украинском конфликте, ты его на линию фронта подтащил, включил его, и у тебя сразу мысль в голове, а доживет ли он вообще до обеда, если ты его утром поставил? Может, и не дожить до обеда даже, а дорогая вещь, очень дорогая. Поэтому вот тут серьезно, на него же немедленно охота объявляется, тут же, сразу. В 2018 году Путин впервые объявил, что вот лазер заступает на боевое дежурство и так далее. Потом назвали вот систему «Пересвет» называется, и Россия была первая, которая поставила лазер как бы в войсках именно вот уже на вооружение. Но если посмотреть на эту систему «Пересвет» на картинке, на фотографии, это просто бронепоезд какой-то, огромный по размерам, совершенно его только вот у стационарного объекта где-то глубоко в тылу поставить, вот он тогда будет работать безопасно для тебя. И самое правильное место, конечно, ему нашли сразу. Его в глубине территории России, возле шахт ракет стратегических поставили, чтобы сбивать крылатые ракеты, дроны, все, что, так сказать, вокруг может угрожать вот этой шахте или наземному комплексу. Вот там он на своем месте, он не опасается атаки на себя. Да? А на фронте все сразу. А военные просят еще больше мощность. Они говорят, давайте мегаваттный лазер. А это просто вообще дом целый, на самом деле, будет составить эта установка. Мегаваттный лазер – это очень крупная вещь. В чем дело? Вот этот вот лазер, который сейчас испытывали, и израильский тоже, у них контакт с беспилотником, вот луч навел, и через какое-то время беспилотник, значит, продырявленный, взрывается или загорелся, падает. Достаточно крыло повредить. Да, 10 секунд. 15 секунд. То есть ты должен его сопровождать, и еще не факт, что у тебя получится, что беспилотник там не изменит свой полет, путь там, и так далее, не гарантированно. А мегаваттный лазер, там настолько мощный луч, полсекунды, хлоп, и все. Вот, военные хотят маленького, но супермощного. Не стыкуется пока. Но то, что лазеры вышли вот в России в составе этого отряда «Кочевник» уже на полевые испытания, это, конечно, точный совершенно маркер. Видимо, все-таки промышленность, конструкторы движутся к тому моменту, когда они займут свое место в боевых порядках. Его поставить в тылу на охрану какого-нибудь нефтяного завода, которое украинцы постоянно атакуют, вот это вот самое ему место.
А вот в бою, к сожалению, пока вот... Ну да, такие изменения вряд ли в ближайшие годы будут, чтобы лазер стал супермощным, но по крайней мере, раньше об этом писали, говорили только как о лабораторных каких-то, так сказать, экспериментах. И все это вывозили на полигоны, показывали. Нет, сейчас все-таки мы уже видим в бою, уже он демонстрирует какие-то сбитые там украинские беспилотники. Значит, все-таки мы находимся, видимо, на грани. Вот в этом смысле предсказание Луценко близко к действительности, но не в этом году. Да. На днях была новость забавная. На официальном форуме компьютерной игры War Thunder, это про войну на самолетах, на кораблях, на танках, был спор между, значит, пользователями, любителями этой игры. Там, видимо, постоянно ожесточенные какие-то рубки происходят. И во время одной из таких игрок, значит, пытаясь доказать свою точку зрения, опубликовал документ натовский, по-моему, натовский, про то, как нужно вести бои с самолетами, которые находятся в распоряжении авианосцев. Вот. Конкретно самолета Harrier, самолет вертикальной взлета и посадки. И, оказывается, был секретным. Ну, вот здесь нас, конечно, и интересует вот эта часть этой ситуации, связанная вот с секретностью. Дело в том, что вообще-то в середине 70-х годов начались испытания и строительство вот двух самолетов, которые противниками должны были друг другу стать на море для авианосцев. Самолет вертикальной взлета и посадки – это британско-американский Harrier, вот этот, о котором мы говорим, и Як-38, тоже с вертикальным взлетом и посадкой, ОКБ Яковлева. Если не ошибаюсь, Яковлев, первый полет у него был в 1978 году. Harrier поставили на вооружение в 1985 году, попозже. Они действительно, если их посмотреть вот на фотографии, они прям похожи друг на друга, действительно. Ну и потом выяснилось, что у них очень много недостатков, и те самолеты, которые с авианосцев взлетают обычным способом, просто разгоняются и, значит, там, с катапульты. Они просто по своим тактико-техническим характеристикам недостижимы для этих вот двух самолетов. У них и дальность, и количество оружия, которое они берут, там, и радиолокаторы, все. В общем, на том вот уровне развития авиационной техники оба самолета оказались, военные моряки не в восторге были от них. Они были на вооружении авианосцев, и в том числе и на Киеве, на Новороссийске, до российских авианосцев они стояли, вот эти Як-38. И я так вот про что хотел сказать, что в принципе считается, что самая, так сказать, засекреченная страна, прям параноидально засекреченная, это был Советский Союз, где вообще все было засекречено. Но вот видишь, мы сталкиваемся с тем, что и в странах НАТО тоже. Помнишь, была утечка, парень молодой опубликовал там секретные документы Пентагона в Дискорде. Он выложил тоже в процессе, значит, это прямо вот накануне специальной военной операции, когда обсуждали, как кто на кого там будет нападать и так далее, все это в западной прессе. Он прямо выложил секретные документы, было большое расследование и так далее, в общем, по этому поводу. Тоже парнем руководили амбиции. Он старался перед своими, значит, знакомыми предстать всезнающим, таким, значит, так компетентным и так далее. Вот, до этого. Но его, конечно, так не наказали, как бы наказали в России. У нас бы здесь дали срок большой. Была новость на этой неделе, касающаяся снова теневого флота, который мы часто обсуждаем. Это то, что российский корвет «Бойкий» сопроводил 2 танкера, проходившие через Ла-Манш. Да, вот эта эпопея с теневым флотом, она, конечно, не утихает. На самом деле все новые и новые события. И, как мы помним, мы очень давно обо всем этом рассказываем. Начиналось все там даже со взрывов
и даже с гибели российского корабля, подрывы в портах. Потом, вот совсем в мае месяце, недавно эстонские власти пытались в нейтральных водах это судно задержать, ну, аналогичное судно. Теперь вдруг мы видим, что военный корабль, бойкий, с таким вот чисто русским названием, традиционным, значит, сопровождает 2 танкера, судя по всему, это действительно танкера вот этого теневого флота. Чем тут новость-то, в чем особенность? Ну, во-первых, мы никогда не узнаем об официальных, что это официальным законом введено. Такие вещи не законом вводятся, да, а просто приказом командования. С эстонцами это проще было. Там наглядно было все. Корабль пытались остановить в нейтральных водах возле Санкт-Петербурга. И там уже еще и Калининградская военно-морская база недалеко есть. А этот эпизод произошел уже в Ла-Манше. И поэтому я и предполагаю... Корабль, этот корвет принадлежит Балтийскому флоту. Да, я предполагаю, что это просто вот такая политика. Дают понять флотам НАТО, что на всем протяжении Балтийского моря корабли теневого флота должны идти безопасно, без вмешательства местных властей, независимо там возле Эстонии или в Ла-Манше. Ведь Ла-Манш, это же, между прочим, Великобритания. А английский флот – это не эстонский флот. Это совсем другая история, это мощный флот. И если англичане решатся на такое, ну, я имею в виду в открытом море, в нейтральных водах задержать корабль, то вот этот вот корвет бойкий, ему придется что, вступать в бой, значит, с британским флотом, но это вот другой уровень уже противостояния совершенно. Это не эстонская береговая служба и таможенные какие-то чиновники. Это вообще все по-другому. Поэтому мы видим, что не утихает эта история с теневым флотом, и все потихонечку на более высокие этажи поднимается, ну, опасности, так скажем, да, эскалации. Вот. Поэтому я бы этому эпизоду придал значение и запомнил бы его на будущее. Ну, потому что, как бы, США угрожают введением новых санкций, мощных вот этих вот санкций от Линдси Грэма, да, которые будут введены против всех государств, которые хоть как-либо получают нефтепродукты от России. А Россия вроде как должна по-прежнему обеспечивать транзит всех этих кораблей, да, несмотря на то, что страны... И уж тут, конечно, вот может любые ситуации завязаться. Вот любые. Неужели англичане потерпят в своем доме почти что? Понимаешь, ведь этот Ла-Манш, что там, 35 километров. Вот с берега, видать, этот корабль. Конечно же, очень острая может быть ситуация. Ну, на этом у нас на сегодня все. Большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. Спасибо вам. Не забудьте, все, кто еще не успел подписаться на наш канал в YouTube, подпишитесь. Для нас это реальная помощь. Ну и спасибо всем, кто нас поддерживает на Бусти. И за актуальными новостями заходите на наш телеграм-канал. До свидания. До свидания.